Как говаривал старый дед, одно яйцо лучше двух. Но данное выражение не относится к прохождениям, поэтому сегодня у нас четвертая попытка старого деда возродить Германию. На дворе у нас, как видите, июнь 2001 года, и да, тот самый мод. Теперь немного с другим соусом будет продолжаться дальше. Как видите, у нас партия та самая, но еще нет нашего деда. Не переживайте, за 14 дней мы его с вами вернем. И посмотрите, самое важное. Это огромное новое древо. Если я там жаловался, что особо нечем заняться, то здесь нам завезли контента немало. И развитие армии, и развитие исследований, и развитие промышленности. Также развитие своих спецструктур, ну и подготовка к действиям против соседей. Ибо деду мало места в Германии, хочется и другие страны повидать, пока еще не окочурился. А тут уж мы с вами просто где только не побываем. До Швейцарии дойдем, в Данию посетим. Ну и даже посмотрим, что это такое за дивное чудо. Италия, Япония и Германия вновь объединятся, не поверите. Но такое здесь тоже доступно. Так что старый дед вновь жив. Погнали его, вернем на кресло, а то он сбежал у нас за эти несколько дней, пока не было серий. Обратно его посадим и поведем Германию с дедом к величию. А вот мы его с вами вновь нашли. Да здравствует наш новый лидер. И он, кстати, здесь диктатор. 25% политвластия. Это неплохо. Весьма-весьма меня радует. И, кстати, вы, наверное, могли заметить, что мы там где-то в 2003 году закончили, а здесь еще середина 2001. Здесь фокусы просто идут быстрее. Эти вообще по 28 дней. Здесь тоже фокусы намного быстрее и поддержка быстрее летит, поэтому не так уж и много фокусов за все это время я исследовал. Так что у нас дед чуть раньше сел на кресло. Ну и прежде чем идти на соседей, надо немножко, наверное, усилить свою армию, усилить свою структуру, да и власть в стране подмять под себя поактивнее. Поэтому давайте-ка проведем, наверное, экономические реформы, модернизируем экономику, вернем автаркию, ну и заявим всему миру, что у нас самая лучшая немецкая промышленность. Погнали, фокусы всего 50 дней, следующие вообще по 35, так что мы достаточно быстренько получим приятные бонусы, которые уже нам помогут создать сильную и боеспособную армию. Кстати, немного о моде. Он, благодаря сабмоду, ссылку на который вы, кстати, найдете в описании, стал весьма живее и интереснее. Посмотрите, во-первых, на российское древо. Здесь несколько путей. Путина, Жириновского, Явлинского, Зюганова. И это еще не все. Здесь еще есть путь нового коммунизма, где доступны коалиция социалистов, Михаил Попов, Виктор Тюлкин и Сергей Биц. То есть здесь у России вполне себе неплохое древо такое выглядит. И, в принципе, можно сыграть не за такого старого деда, вполне себе, и повеселиться. Ну и, конечно же, другим странам здесь тоже древо улучшили, доработали. Не всем, но все-таки игра стала поинтереснее. Так что, надеюсь, что мир будет активнее противодействовать против нас. И пытаться как-то свергнуть наш старческий режим. Начинается вторжение бравых морских котиков-американцев в одноименную страну. На дворе как раз октябрь 2001 года, и они очень и очень быстро выполняют свою захватническую миссию и создадут здесь лояльную территорию. Да, смотрите-ка, так быстро они создали здесь себе марионеточку. Правда, это им потом аукнется, но они еще этого не знают. А мы же с вами закончили основную экономическую подвесочку. Ну, дальше можно, конечно, двинуться, но там не такие сильные бонусы. Посмотрите сюда. Корпоративную экономику получили. Здесь автаркию, а здесь еще бонусы на производство и на строительство. Кстати, чтобы нам двинуться в подготовку к войне, необходимо взять вот этот вот фокус, который идет 35 дней и дает нам корки на множество стран-соседей. Собственно, дело хорошее, поэтому давайте-ка его возьмем. У нас теперь будет не просто, ну как бы надо забрать территорию, а теперь реально будут корки, национальные земли. Так что мы будем реально восстанавливать величие Германии. Кстати, нашего деда решила поддержать Ангела Меркель. Ну что поделать, уж как за такого милашку не пойти и не поддержать его. Так что даже она сдалась. И теперь она в нашем кабинете министров помогает развивать Германию. Полюбуйтесь просто красотами теперь вот на вот все вот эти вот страны. У нас есть претензии. Да, мы можем спокойненько пойти и захватить эти земли. Они будут считаться нашими национальными. Что меня безусловно радует, и именно этого не хватало в той серии, где мы играли за деда. Здесь, я думаю, дед будет более счастлив. Кроме того, сейчас давайте немножко займемся милитаризацией, потому что нам нужна армия, нам нужны войска. Ибо, конечно, классно
выдвигать претензии на свои земли, но что я сомневаюсь, что нам их спокойно отдадут. Поэтому нам не помешают хорошие бонусы от прокачки армии. Фокусы здесь сначала по 50 дней, потом по 35 дней. И самое важное, смотрите-ка, вот этим вторым фокусом реформы вермахта. Ему берем вот этот вот дебаф на 25% арги и скорости восстановления дивизий. Так что погнали, это весьма важный бонус. Реформа проведена, и наконец-то у нас нет ни одного дебафа. Ну, за исключением разве что вот здесь вот, где минус 1% военной обязанности населения, но он уже исправляется у нас, потому что призыв-то повысился, все хорошо. Ну и давайте новые тактики Блицкрига. Собственно, мобильная война, да, я от нее также не отказался, и увидите, мы уже с вами 3 ячеечки взяли. Сейчас пойдем дальше в Блицкриг. А может быть даже в мобильную пехоту, ибо у нас немало все-таки будут пехоты, моторизация самое то, ибо танки в этом моде дороги. А вот совместить танки с моторизацией будет вполне себе хорошим делом. Но пока немножко подождем выполнения фокуса, чтобы все-таки именно со скидочкой запилить себе исследование. Кстати, посмотрите на красоту. Здесь Литовская социалистическая республика. Да, мемель будем отбирать у коммунистов. Собственно, коммунисты даже тут нас преследуют. Не в России, конечно, но все равно где-то нашлись. Ну, для большего счастья. Не хотите фашистскую Румынию, которая идет на Болгарию? Ага, ну, да ладно. Балканы вновь воюют, ребятки. У нас тут, видимо, будет союзник со временем мощный. Надеюсь, что Румыния выживет и станет нашим братом в будущем, а то деду нужна поддержка, особенно таких-то молодых и активных, горячих друзей. Пока у нас там идут новые исследования военной доктрины, давайте-ка немного усилим культ нашего деда. В принципе, он неплохой бонус получит еще на политочку, а нам политика не повредит. Кроме того, поддержка партии, а также стабильность нашей державы возрастет. Ну, считай, долгожитель реально. Сколько мы там, 112 лет где-то должно быть. А он их прожил без проблем, и еще и у руля сейчас держится. Всем бы таким быть, да? Так что пускай его будут ставить в пример, и все равнятся на него. Чтоб все так же долго и плодотворно жили. Успеть и в Германии пожить, и в Аргентине, потом еще и вернуться. Да и не один раз. Неплохо его так жизнь-то помотала. А вот это вообще неплохо. Демократическая республика начинает войну с Республикой Корея. Ух, жарко здесь, походу, сейчас будет. Большая такая жара. Ну что, делайте ставки, господа, как и что у нас тут будет. Одни в долгах, другие в шелках, а в первых даже уже вторжение. Вот это интересно. Это именно они сами вторглись или это скриптово? Мне просто интересно, потому что их так быстро подавили и... Все. Корея вступилась к американцам. Но это, конечно, печалька. У них тут по раскладам, кстати, 31-60 против... Нифига себе армады. Не, ну они должны были так-то на первых порах прорвать. Если бы прорвали, то были бы шансы. А так, кажется, Корее будет весьма тяжело. Но посмотрим. Может быть, они все-таки совладают с этим делом. Меня же интересуют больше дела Румынии и Болгарии. Да, Румыния без проблем разбирается. Никто в это противостояние не влазит, так что все, в принципе-то, я так понимаю, будет хорошо. У нас тут и у Болгарии свое уникальное древо есть. И у Румынии, как я понимаю, тоже свое уникальное древо. Иначе бы они так друг на дружку не пошли. Хотя, подожди. Не, у Румынии как раз-таки стандартное древо. Это у нас Болгарию съедает со своим уникальным древом. Вот так вот, Болгария немножечко в этом мире не повезло. Ну а мы с вами давайте-ка продолжаем. Получим новую черту характера у нашего правителя. А так, прирост политики уже почти 2,7 день. Узнаю оригинальную хойку. Ну теперь еще и Япония в НАТО вступается. Я так понимаю, здесь конфликт вот этой области весьма разодорил НАТО, и они тут теперь будут очень долго противостоять друг с другом. Ну, какой-то плюс, конечно, в этом все-таки есть. НАТО весьма занято. Но все-таки это немного проблемно. Ну а Румыния победила, Болгария теперь их вассал. Ух ты ж, какой здесь интересный правитель. Ну и давайте понемножечку попытаемся уже давить на соседей. Мне просто интересно повторить аншлюз спустя столько лет, в 2002 году. Интересно, что на это ответит Австрия. Отношения у нас плохие, но можно немножко выправить. Они социал-демократы. Цветом это напоминает коммунистов, следовательно, это враги нашего режима. Поэтому ничего не остается. Только аншлюз и только объединение. А в это время, кажется, Корея станет единой под либералами. Тут как бы уже почти все решено.
Что это, верблюды? Неплохо. Верблюды помогли Корее победить. А так весьма странно, что Демократическая Республика Корея здесь проиграла. У нее, я так понимаю, свое древо. Свой восьма такой интересный путь. Смотрите-ка, здесь за нее реально можно годную партию провести. Но они слились. Притом даже не успели пробиться до Сеула и взять его. Хотя бы чего-то достигнуть. Они просто проиграли. Но мы запомним их борьбу. А может быть и нет. Кто знает. Все, в принципе. У нас тут, кстати, на фоне аншлюз. Давайте-ка... Так вот, серьезно? Все, так легко, так просто? Деда послушались? Смотрите-ка, деда оказался прав. Аншлюз вновь состоялся. Германия вновь едина. Ну, как говорится, не прошло и полгода. Австрия вновь там, где и должна быть. Ну а дальше давайте для красоты проверим еще и потребуем Судеты. Ибо это тоже истинно немецкие территории. Посмотрим, как на это ответят Франция и Британия. Согласятся ли они на такой шаг? Судеты готовы, и Судеты тоже наши. Ну и что ж, теперь Германия выглядит намного лучше и увереннее, чем раньше. Кроме того, у нас уже почти соточка промышленность. Хорошая стабильность, но и военная поддержка понемножечку растет. Партия в 62%. И самое прикольное, посмотрите-ка, у нас парламентская республика, но если немножко подкопить очков, то мы наконец-таки сможем сделать тот режим, который должен у нас быть. И здесь я все-таки смотрю на автократию больше, поддержка войны нам с вами не помешает. Еще здесь интересный режим есть имперский, но он нам недоступен. Ряд условий мы, к сожалению, не выполняем, а так было бы неплохо стать империей. Хотя, может быть, в будущем где-нибудь нам такую возможность с вами-то и дадут. Например, вот здесь вот, когда мы создадим великую державу, которую не смогли создать 60 лет назад. Ну а так, на этом моменте данная часть будет подходить к концу. Дед уже неплохо наелся, Австрию забрал, Судеты забрал, армию наращивать, Блицкриг тут, видите ли, разрабатывает, ему надо немного отдохнуть. Он и так уже весьма удивлен вот этим вот военным противостоянием, которое здесь ведется. Потерял своего будущего возможного друга, который так неумело слился об НАТО. Так что мы сами не должны повторить такой же судьбы. Ну что, пишите, как вам интересно или нет. Хотите ли вы дальнейший путь увидеть, как у нас в будущем, как у нас в современности все эти страны будут отвечать деду на его весьма странные требования. Посчитают ли они его просто дурачком и согласятся, либо же такие: нет, дед, мы тебя не пустим к себе на землю, и начнут против нас противостояние. А так, древо это уже смотрится приятнее. Оно меня реально намного больше радует. Здесь можно поразвлекаться и, наверное, еще несколько серий сделать. Все-таки у нас еще есть путь контроля соседних европейских стран, потом путь объединения оси, ну и дальше, да, битва с НАТО и битва с Российским Альянсом. Так что, если вам заходит и нравится, и вы хотите продолжения, то поддерживайте лайком, оставляйте свои комменты. Ну и всем до скорых встреч в новых сериях, где дед будет продолжать творить всякую фигню. Но что с него взять? Дед он в Германии, дед. Сколько бы ему лет не было.